Глава 103. Селянь спросил: «Ну как с громким бум?» Минный хлопнулся лицом на стол и, кажется, потерял сознание. А по щекам Ши Цинцюаня, который сделался безмольным, потекли 2 дорожки слез. Селянь с сомнением спросил: «Ваше превосходительство, так что же вам понравилось? Не могли бы вы немного прийти в себя и дать свою оценку на словах?» Ши Цинцюань немного приободрился, стер ручейки слез, схватил принца за руки, сжав покрепче в своих ладонях, и заплетающимся языком произнес: «Ваше высочество, наследный принц». Селянь сжал его ладони в ответ, что Ши Цинцюань не мог выговорить ни слова, как будто у него опух язык, а потом, роняя слезы, принялся толкать Мин и в бок. «Минсюн! Минсюн! Минсюн, что с тобой? Приди в себя, очнись!» Мин и неподвижно лежал лицом на столешнице. Ши Цинцюань, который, как всегда, не мог стерпеть, если кто-то не удостаивал его ответом, принялся толкать сильнее, а в конце концов и вовсе схватил того и стал трясти. Селянь, не в силах больше наблюдать за происходящим, не удержался от напоминания: «Ваше превосходительство, повелитель ветров, может быть, положите метлу? Давайте успокоимся». Ши Цинцюань, тряся метлу, оглянулся к нему и громко вопросил: «Ваше высочество, что вы сказали?» «Я не слышу». Селянь, не зная, как быть, закричал ему в ухо: «Ваше превосходительство! У вас в руках не повелитель земли, он вот здесь, здесь». В тот момент Мин и резко сел прямо, на удивление собравшихся, мгновенно приняв мужской облик. Его лицо сделалось бледным, как смерть, и он без обиняков выпалил: «Мое сердце охвачено демонами. Не затруднит ли вас помочь мне их вывести?» Селяня бросила в трепет: неужели от одной ложки его похлебки можно стать одержимым внутренними демонами? Принц пошевелил губами. «Да нет же!» Ши Цинцюань тем временем указал пальцем на Мин и с выпученными глазами воскликнул: «А ну, стой ты! Ты что еще за нечистая сила, что смеет морочить голову мне, самому повелителю ветров? Где ты, Минсюн? Идем, я прикрою тебя, мы вместе его одолеем». С такими словами он схватил метлу одной рукой, а другой пустил в ход веер повелителя ветров. Но крыша монастыря точно не вынесет подобного и сразу же улетит, поэтому Селянь бросился к нему и обхватил за плечи. «Не годится, так не годится. Ваше превосходительство, придите уже в себя наконец!» Ха-ха-ха-ха, хи-хи-хи-хи-хи-хи, хо-хо-хо-хо-хо-хо. Цзэжун снаружи колотил по земле руками от смеха и бранился: «По делам! Сучьи чиновники! Возноситесь скорее на небеса! Избавьте себя от страданий! Утихомирьтесь!» Двоих небожителей в монастыре шатало из стороны в сторону, непрестанно раздавались их стоны. Хуачен скрестил руки на груди и стоял, опираясь на стену. Селянь поглядел на него, затем на свернувшихся на полу калачиком и обнимающих себя за голову повелителей ветров и земли и тихонько спросил: «Может, все-таки воды было маловато? Почему же их реакция даже серьезнее, чем у Цзэжуна?» Хуачен приподнял бровь. «Мне кажется, вышло прекрасно. Наверное, им не подошло по вкусу. Нередкий случай». Селянь даже не подумал, чем обычно питался Цзэжун и что обычно вкушали небожители, а ведь при таком сравнении перепад и потрясения, что переживали небожители, становились совершенно понятными, как и более бурная реакция. Разумеется, принц также не подумал, не прибавилось ли чего-то в котле после того, как к нему приложил руку Хуачен. Испытывая угрызение совести, в расстроенных чувствах принц влил в глотки Ши Цинцюаня и Мин и по 7-8 чашек чистой воды, и небожители наконец понемногу пришли в себя. И пусть их лица стали зеленоватыми, как у Цзэжуна, а взгляд устремленным прямо перед собой, все-таки сознание уже просветлело и дикция прояснилась. Единственной небольшой проблемой осталось то, что Ши Цинцюань пока не мог сдержать текущих из глаз слез, да еще во время разговора периодически прикусывал язык. Но в целом они оба были в порядке. Спустя целых 2 часа суматохи они вчетвером наконец, как полагается, уселись за стол. Мин и по-прежнему лег лицом на столешницу и замер, будто притворяясь мертвым. Селянь с серьезным видом обратился к повелителю ветров: «Ваше превосходительство, вы упомянули, что вам требуется моя помощь в очень важном деле.
Что же это за дело? Ши Цинцюань с изможденным лицом бросил в сторону двери заклинания, заглушающие звуки, чтобы убедиться, что никто снаружи их не услышит, и хрипло заговорил: «Дело вот в чем. Кахаем, 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 кахаем. Ваше Высочество, вы давно обрели покой среди мирской суеты, занимаетесь самосовершенствованием в мире людей вот уже 8 сотен лет. Вы много где бывали и много что видели, должно быть, вам встречалось немало разнообразной нечисти, верно?» Селянь, сложив руки на груди, ответил: «Кое-какую нечисть приходилось встречать». Ши Цинцюань продолжил: «В таком случае, хочу спросить, не приходилось ли вам встречать башка пустослова?» Селянь удивился: омрачающего праздники слезами башка пустослова. Ши Цинцюань понизил голос: «Именно». Селянь внезапно ощутил, как по телу пробежали мурашки, а вдоль по позвоночнику пробежал холодок. В тот же миг как будто чей-то шепот раздался у принца под ухом, затем кто-то холодно усмехнулся и захмыкал под нос несравнимо странную мелодию. В какой-то момент в теплом и светлом монастыре водных каштанов, куда через окна и дыры в стенах проникали солнечные лучи, вдруг потемнело, здание накрыло огромной тенью. Конечности селяня все сильнее охватывало холодом, ледяным, будто железо. Селянь, не сдержавшись, поплотнее закутался в одеяние и подумал, что все-таки должен спросить прямо: «Я бы хотел узнать, кто только что смеялся? И кто напевал песенку? И кто подул мне на спину холодом? Кто погрузил комнату во мрак?» Ши Цинцюань, вытирая слезы, ответил: «А это все я. Применил небольшую магию, только лишь чтобы нагнать немного атмосферы, не обращайте внимания». Остальные трое за столом просто не нашлись, что на это сказать. Спустя какое-то время Селянь, приложив руку к колбу, беспомощно произнес: «Ваше превосходительство, может, все-таки обойдемся без холодного ветра? В такую погоду мы все одеты довольно легко. Кроме того, на самом деле атмосфера уже и без того неплохая, а ваш холодный ветер и музыкальное сопровождение, напротив, ее только нарушили». Ши Цинцюань спросил: «А, правда?» Затем махнул рукой, отзывая поддувающий каждому из них в спину свежий холодный ветерок. «Но комнату оставим темной, и я зажгу свечу. Так будет более реалистично». Он действительно поставил на стол свечу и зажег ее. Тусклое пламя озарило два бледных и два бледно-зеленоватых лица, и картина в самом деле стала весьма атмосферной и подходящей. Вот только Цижун за пределами монастыря перепугался так, что завыл и запричитал: «Что за чертовщина?» Остальная троица ничего против не возымела, Хуачен откинулся назад, Мин и продолжал притворяться трупом. Селянь же потер точку между бровей и произнес: «Продолжим». На чем мы остановились? Божок пустослов. Сказали бы сразу: гнилоротый чудик. А то я ведь не сразу понял, о ком речь, когда вы назвали его башком-пустословом. Ши Цинцюань поразился: «Ваше Высочество, вы поистине не робкого десятка, разве можно так его называть?» Башка-пустослова хоть и называли башком, но это наименование существовало лишь на словах, в качестве жеста задабривания, поскольку люди боялись, что если назвать его обидным словом, он может узнать об этом и явиться чинить неприятности. На самом деле всем до зубовного скрежета хотелось ругать его гнилоротым башком, гнилоротым чудиком, и чем обиднее, тем лучше, поскольку он представлял собой крайне гнусную тварь. Верно, любая нечисть в своем роде являлась как минимум пугающей. Но именно этот гнусным. Поскольку он обожал внезапно появиться в момент, когда человек испытывал радость, и окатить его тазом ледяной воды. Вообразите, пара молодоженов гуляет на свадьбе, и в самый разгар торжества появляется он, выпивает свадебного вина, а потом вдруг заявляет: «Совсем скоро вы разлучитесь». Или же другой пример: в чьем-нибудь доме глава семьи получил повышение по службе, и тут выскакивает он и посреди всеобщих поздравлений восклицает: «Не пройдет и пары лет, как тебя закуют в цепи и бросят в тюрьму». Если уж он к кому-то привяжется, то будет следовать неотступной тенью, и стоит только в жизни жертвы произойти радостному событию, постоянно высказывать совершенно противоположные предсказания. Ясно без слов, насколько это гнусная тварь.
В особенности тяжело приходится тем, кто очень страшится недобрых знамений, от встречи с башком-пустословом их охватывает смертельное беспокойство. Никому не хочется, чтобы подобное существо пристало к нему. Но уж если такое случилось, остается лишь признать собственное невезение, поскольку пока еще ни одному человеку не удалось понять, как именно он выбирает себе жертву. Судя по всему, Ши Цинцюань как раз ужасно боялся этой твари, Селянь, однако не придал этому значения, конечно. Ничего страшного в этой твари нет. Если сказать вернее, это самому башку-пустослову следовало бы его бояться. Ши Цинцюань воодушевился. «Вижу, ваше высочество, вам доводилось его встречать. Существует ли шанс окончательно уничтожить подобную тварь?» Поколебавшись мгновение, Селянь ответил: «Очень много лет назад я действительно встречал парочку, но впоследствии они больше не появлялись. Не знаю, удалось ли мне окончательно от них избавиться, но по моему опыту противостоять им в самом деле не так уж трудно». Ши Цинцюань обрадовался: «Парочку. Вы справились сразу с двумя. В таком случае я и впрямь обратился по адресу. Как же вам это удалось?» И Селянь поведал ему, как все было. Первый раз случилось следующее. Много лет назад принцу довелось проходить через небольшой поселок, в котором богатый купец отправлял дочь на обучение в столицу. Считая дочь весьма способной, он устроил настоящее празднество с флагами и барабанами, вне себя он радости и волнения. Кто мог подумать, что излишняя радость породит печаль, и в разгар прощального торжества вдруг раздастся громкий голос: «По дороге повозка твоей дочки перевернется, и она разобьется насмерть». Упав в пропасть с обрыва, купец от злости вышел из себя, тут же принялся высматривать говорящего, но тот сразу юркнул под стол и исчез, будто в воздухе растворился. Тут-то всех и охватил страх. Селянь в тот день как раз собирал рухлядь у их дома и попросил немного объедков со стола, а когда собрался уходить, подслушал о случившемся и сразу понял, какую тварь на себя навлекла семья купца. Принц сразу заверил мужчину, что переживать не стоит, наказал ему отрядить более 20 телохранителей, включая себя, и вместе с ними доставил девушку в столицу в целости и сохранности, всю дорогу проявляя крайнюю осторожность. Затем принц некоторое время оставался подле молодой госпожи, а через месяц, когда она заняла первое место в состязании красавиц, представился шанс. Тем вечером в честь девушки устроили пирушку в одном из столичных трактиров, и, как ожидалось, в толпе людей вновь послышалось: «В будущем тебя». Едва услышав его голос, Селянь тут же схватил прячущуюся в толпе тварь за горло, не давая тому высказать фразу до конца. Затем при помощи талисмана запечатал его тело и избил до беспамятства, а после попросил, чтобы ему выдали повозку, и пронесся над обрывом, на повороте обрубив упряжку, чтобы тварь свалилась в пропасть вместе с повозкой, как предрекало другим в собственном проклятии. Остальные трое спросили, и это все Селянь ответил: «Все. Против гнила». Ну хорошо, башка пустослова. Против башка пустослова есть 3 приема. Первый — не дать ему произнести проклятие, заставить проглотить свои слова еще до того, как они прозвучат. Это спасет однажды, но не окончательно. Все-таки впредь он может явиться снова. Второй прием — если он все-таки высказался, нельзя позволить его жертве услышать проклятие. Кто угодно, услышав в момент радости проклятие в свою сторону, неизбежно ощутит страх, а эта тварь как раз питается страхом, для него нет большего наслаждения. Чем сильнее вы боитесь, тем сильнее он ликует. Ну а если ему удастся запугать вас до такой степени, что вы от беспокойства испортите все свои начинания, как он и предрекал, его магическая сила стремительно возрастает. Но если жертва не глухая, рано или поздно проклятие достигнет ее ушей. Да и, по правде говоря, даже глухому временами не удается избежать проклятия, поскольку некоторые протыкали себе барабанные перепонки, чтобы избежать встречи с тварью, но и это их не спасало. Если же, напротив, как бы он вас ни проклинал, как бы ни пытался испортить праздник, вы останетесь безразличны к его словам, он ничего не сможет с вами сделать. Поэтому самый действенный прием — это третий: как можно больше веселиться, не удостаивая его и таликой внимания,
пусть говорит, что хочет, сразу же выкидывайте это из головы. Становитесь сильнее сами, устраивайте себе совершенно не такое печальное будущее, которое он предсказал. Таким образом, в конце концов, он не сможет получить от проклинания вас никакого удовольствия и, скорее всего, понуро поплетется прочь. Разумеется, возможно, что он лишь на время затаится, ожидая следующего шанса воспользоваться вашей слабостью. Хоть этот третий прием был самым действенным, в то же время самым трудновыполнимым. Ведь кто в мире по-настоящему способен скрепить сердце настолько, что в нем не поднимется ни намека на волну беспокойства? По мере рассказа принца брови Ши Цинцюаня сходились к переносице все теснее. Он спросил: «Ну а во второй раз?» «Во второй раз вы справились с ним таким же способом», Се Лянь ответил: «Во второй раз». Возможно, этот способ окажется для других бесполезным. Все-таки ситуация сложилась особая. И в чем же была ее особенность? Се Лянь ответил: «Он избрал своей жертвой меня».